На острове Лансароте находится более 300 вулканов. Сегодня я нахожусь в национальном парке Тиманфая, чтобы поделиться с вами историей об этих вулканах. Отправляемся посетить самое удивительное место острова Лансароте, да и, впрочем, всего Канарского архипелага. Объезжая Тиманфая, можно вообразить, что вы находитесь на Луне, но при этом не покинули Землю. Вы словно переместились в другое пространство, где вокруг вас огненные горы. Путешествуя по национальному парку Тиманфая, если у вас вызовет желание покататься на верблюде, то здесь предоставляется такая возможность. Стоимость прогулки стоит 12 евро за верблюда. Катают 20 минут. Национальный парк Тиманфая находится в муниципалитетах Яйса и Тинахо, что на юго-западе острова. Его площадь 51 километр. Чтобы посетить этот парк, нужно оплатить 12 евро. Затем вы проезжаете на территорию и оставляете машину на парковке. По парку вы будете перемещаться на автобусе. Выглядит все это достаточно организованно. Автобусы отправляются каждые 10 минут, а экскурсия по парку длится в течение 35 минут. То, что сейчас здесь происходило, я расскажу вам чуть позже, а пока мы прокатимся по парку Тиманфая. Lanzarote, de 807 kilómetros cuadrados de superficie, es de origen volcánico. Экскурсия по парку сопровождается по очередности на 3 языках – испанском, английском и немецком. В каких-то моментах играет тревожная и грустная классическая музыка. Всю дорогу во время экскурсии пассажиры слушают информацию об вулканическом происхождении парка и об извержениях вулканов. Водитель автобуса в самых интересных местах делает остановку, но, к сожалению, покидать автобус не предусмотрено. 1 сентября 1730 года поздним вечером между 9 и 10 часами началось сильное извержение недалеко от деревни Яйса. Согласно воспоминаниям приходского священника, его звали Лоренцо Курбелло. По его словам, земля раскололась и огромная гора поднялась из недр земли. Одновременно проснулось около 30 вулканов. Вулканические извержения, обрушившиеся на Лансароте, длились 6 лет. По словам Лоренцо, остров полностью изменился. Больше 9 деревень лава стерла с лица земли. Ее потоки распространились по южной части острова, покрывая собой четверть Лансароте. Вулканические извержения на Лансароте случались еще раньше. Первые коренные жители острова Махореровцы именовали свой остров как Титерогакат, что означало на их языке «сожженный».
В этом месте водитель автобуса делает остановку, а записанный голос гида сообщает пассажирам, что в 1730 году именно этот вулкан начал свое катастрофическое извержение. Мальпаис, что в переводе с испанского «плохая земля». Здесь темные огненные горы, не летают птицы и ничего не растет. Тут до огненной бездны всего-то несколько сотен метров. В 1824 году произошли последние вулканические извержения на острове Лансароте, но их сила была уже не столь катастрофичной, хотя извержения повлекли с собой ужасный голод, и большая часть населения была вынуждена эмигрировать. Национальный парк Тиманфая ежегодно собирает огромное количество посетителей. Жители острова Лансароте приспособились к таким условиям. С помощью агротехники и вулканического лапилиса жители научились улавливать влажность пассатов. И именно здесь, на Лансароте, уникально выращивают на лаве виноград. Об этом я расскажу в следующих видео. Следующая часть видео о том, что еще ожидает посетителей. На вулкане Ислоте де Эларио находится ресторан Эль Диабло, что в переводе с испанского «дьявол» или «черт». Это символ Тиманфайи. Дьявол или черт изображен на въезде и выезде из парка. Вулкан Ислоте де Эларио, на котором построен ресторан, это самая центральная часть Тиманфайи, где температура поверхности самая высокая во всем парке. Свое название вулкан получил в честь отшельника Иларио, который жил один с верблюдом в парке Тиманфая много лет. Перед посещением ресторана посетителей ожидает зрелище. Работники парка на ваших глазах бросают в яму сухую траву, и вы видите, как она мгновенно сгорает. Другой работник во вкопанную в землю трубу заливает воду из ведра, и через несколько секунд вода выстреливает в виде мощного гейзера. Gracias. Все очень удивлены и бурно аплодируют. А далее вам предложат отведать блюда в ресторане Эль Диабло. Мясо или рыба жарится на огромном мангале, жар которого выделяется прямо из недр земли. Удивительно, не правда ли? Дизайнером и идеей этого ресторана был гениальный архитектор Цезарь Манрике. Об этом человеке я расскажу в следующих видео. Ese lo regalo. Tiene que tener una profundidad de... A ver. ¡Wow! Mucho calor. Ahí. ¿Cuatro? Son cuatro, Rafa. Dame otra tropicana. Dame otra tropicana.